Привет и всем здравствуйте, мои любимые друзья. Это новая колода, которую я приобрела для вас, чтобы делать для вас расклады. И это абсолютно потрясающая колода. Здесь будет распаковка, а также мы просмотрим каждую карту. Мы окунемся в этот волшебный мир колоды, который существует только для одной цели, чтобы вам помогать, чтобы вы были счастливы, чтобы вы нашли дорогу к тому ощущению счастья, с которого счастье начинается, потому что все начинается с самоощущения, да? Итак, колода рождественская, сразу говорю, новогодняя. И как не нам, советским жителям, важен праздник, вот этот праздник Нового года, обновление. Мы до сих пор вспоминаем каждое мгновение этого детства, когда, в принципе, было не так много праздников, но праздник Новый год был самый-самый любимый. И это действительно новое начало. Это то, когда мы оставляем старое сзади, и больше туда не смотрим, исцеляем то, что нужно исцелить, и находим себя в новом самоощущении. Есть такая песня, она называется «Christmas is a feeling», то есть Рождество – это ощущение. И действительно, в этом многое сказано, заложено, что счастье нужно ощущать. Как мы себя самоощущаем? Уютно ли нам в нашем теле, в нашем доме, с нашими родными, близкими и так далее. То есть вот эта карта, колода, это колода уюта. Она дает ощущение уюта, то необходимое ощущение, с которого все начинается. И если нет самоощущения уюта, человек не может расслабиться, не может отдохнуть мозг. А не отдохнувший мозг – это все, здесь ничего больше нельзя ничего делать, если мозг не отдохнул. Мозг должен отдыхать каждый день. И на самом деле многие мои видео, они для того, чтобы скрасить ваш досуг и чтобы вы с пользой для себя провели досуг. Мы, советские люди, любим с пользой для себя проводить досуг, находить в досуге какую-то пользу, да? Посмотреть будущее, поговорить с высшим я, выговориться. Все это можно сделать на моих раскладах. Сейчас я буду проходить по каждой карте, и вы посмотрите, какое это чудо. Сейчас вот ощутите себя в таком коконе этого счастья, да, и с этого все начинается, самоощущение. Карта очень красивая, очень-очень красивая. От этой художницы есть и другие карты. Есть карты красные, но я их еще не видела. Они довольно новые на маркете. Я купила их в эзотерическом магазине местном. И цена их была где-то $35 плюс наценки, таксы, так называемые у нас таксы на такие продукты, ну нет, на продукты питания там по-другому, на вот все такое материальное, да, 13%. То есть наверх еще 13%, $36 плюс 13%, ну сколько там будет, $40 стоили эти карты. Карты сделать очень трудно, как я говорю, это очень энергозатратный, объемный процесс, так что я всегда благодарна и считаю, что это недорого. Ну вот, издатель Rockpool. И очень красивая книжица, видите, цветная. Здесь и расклады вот вам предлагают всевозможные. И есть всякие медитации на Рождество. Есть красивые слова, есть красивые истории, есть медитации. Очень здорово, потрясающе. Будем использовать это все. Смотрите, какая рубашечка. Весь земной шар заснеженный. Здорово. Руки людей, которые к земному шару прикасаются и говорят: высшие силы, пошлите мне счастье в новом году, да? Как это все естественно. И вот такой бант новогодний, новогодняя звезда, все как нужно, рождественская звезда. Посмотрите, какие края у этих карт. Видите, да? Потрясающе, видите? Вот. И сейчас будем смотреть. Я карту, когда беру, я иногда колоду, иногда при вас, иногда нет, я ее просто как бы руку ей даю, да, и можно стукнуть в дверь, постучать так нежно. Карты оживить, спросить их, можно я войду, можно я узнаю что-то для себя. Это карты большие, их так не очень удобно тасовать. Я тасую обычно вот таким образом. У меня в другом обзоре есть подробно о том, как я тасую, очень много
рассказываю вам об этом. Но здесь можно их и так тасовать тоже в длину, потому что для маленькой руки, у меня рука небольшая, это не совсем удобный формат, они великоваты. Ну вот, мы их перетасуем с вами, чтобы тоже получить от них пользу сразу, да, не только посмотреть, но и пользу получить. И начинаем смотреть, дорогие мои друзья. Давайте. У нас здесь с вами будет... Сколько у нас здесь карт будет с вами? Странно, не написано, сколько карт. Вот интересно, как на коробочке обычно пишется, сколько карт. Ну и что? Нигде не написано, сколько карт, видите? Это странно, да? Забыли написать. Бывает. Бывает. Итак. По 5 будет помещаться, по 5 карт. Я выкладываю по 5, чтобы вы могли рассмотреть. Если нужно, на паузу оставьте. И понимаете, это весь мир. Когда я делаю расклады, естественно, я все не выкладываю на стол, да? И поэтому у меня на каждую мою колоду есть обзор. Обязательно. Когда вы входите в этот мир и все карты видите, тогда, когда вы видите расклады, вам проще понять, в каком мире вы находитесь, да? Итак, poinsettia – это такое растение рождественское, есть испанская легенда такая красивая, что бедные люди шли на Рождество, и дети ничего не имели принести к Христу рожденному. И они увидели, что кусты, которые были по дороге в церковь, расцвели цветами красными. Вот это. Мороз идет по коже, потому что Рождество, конечно, это про бедность все, да, что вот бедным людям Христос рождается. Бедные мы можем быть из-за того, что мы можем ментально быть истощены, или денег не может быть, или любовь не то, что нужно. То есть каждому что-то нужно, и это и есть бедность. А Рождество дает богатство. В общем, так, в пару слов. Вот, poinsettia называется, вы, наверное, знаете. Дальше следующая карта написана The Unknown, то есть то, что еще не знали. Откроется для вас. Умный человек, wise man. Теперь man не как мужчина, это не, ну как бы раньше было man человек, да, мужчина, а сейчас человек это person. Нельзя сказать man человек. В современном английском нет такого. Я иногда смотрю, что русские люди, которые рассказывают по-английски, они часто не говорят такие вещи. Это все устаревший язык. Нельзя сказать теперь man как человек, а теперь person человек. Но это вот wise man. Тут еще будет wise woman, кстати. Wreath – это такой орнамент, венок рождественский. Потом Mother Mary, но это Мать Христа, вы знаете, да? Вот у нее такой индийский почему-то лотос на голове. Ну, имеется в виду Вселенская Мать, но все-таки на индийский намек я не знаю почему. Вселенская это все-таки не индийский и не христианский, а вселенский. Ну, вот так у них вышло. Так они хотели объяснить все, ничего страшного нет. Я вообще очень не критично отношусь никогда. Так, мнение, конечно, свое имею, но без критики. Так, perseverance – это настойчивость, да, вот, несмотря ни на что. Живой перевод важен. Не какой-то переводчик, а живой перевод. Несмотря ни на что. Ornaments, украшения. Очень важно украсить свою жизнь, да. Yule log. Yule – это вечер. Вот Yule – это вот как бы, когда Рождество начинается. Любой Yule – это вот, как же сказать, вот 12 часов ночи, да, это и будет Yule. Насколько я знаю, но я точно не помню, что это такое, надо посмотреть у Google, спросить, да, Юл. Такой рождественский лог, наверное, шоколадный. Feasting. Feast – это торжество, где много яств всяких. Feasting – это... Когда мы приглашаем гостей, у нас на столе все вот то, что мы любим, есть, да? Father Christmas, ну вот как Дед Мороз или Санта-Клаус, а здесь Father Christmas. Есть такое понимание у англичан, великобританцев, Father Christmas. Уже второй человек, мужчина, да, у нас еще будет здесь
Тоже женские карты. Family, посмотрите, какая прелесть. Family. Уютно, когда. Remembering. Вот классно remembering и нет света. Очень хорошо, когда мы думаем о том, что было да прошло, когда мы вначале это видим в красках, а потом делаем это черно-белым. То есть не отождествляемся с этим, а отпускаем. Remembering. Вспоминать. Candle magic. Вот магия свечей. Bear medicine. Медицина тотемного животного. Медведь. Такое рождественское животное медведь. Вы знаете. Turning inward. Когда мы входим вовнутрь и свечи, видите, как человек внутри себя и рассуждает о своей жизни, думает. Можно поставить на паузу и рассмотреть. Я знаю, что эти карты, они вот такие немножко рельеф размыт, поэтому надеюсь, что вам все видно, потому что очень красиво на самом деле. Silent Night. Вы знаете, тихая ночь, такая немецкая песенка. Традиционная self-care, позаботиться о себе. Solstice. Solstice — это равноденствие, да, состояние зимнее. Solstice. Праздник такой solstice есть, да, языческий, очень красивый, тоже глубоко духовный. Все языческое не менее духовное, чем крестьянское, нужно знать. Snow. Красивая карта невесты. Snow. Mistletoe. Mistletoe — это такое растение, под которое становятся люди, если, ну вот, орнаменты на потолке, если они проходят, они целуются. Такое есть поверье. Mistletoe — это растение, найденное на дубе, которое на самом деле пользуется дубом для того, чтобы жить. То есть мы не можем друг без друга, да? Там вот такая мысль идет. Очень красиво. Наверное, оставлю на секунду. Обратите внимание на эту красоту. Нужно посчитать. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 карт уже прошли. Ну, раз они не написали, мы их посчитаем, да? 20. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. 25 карт будет здесь. Merriment. Это merry — это быть радостным. Joy. Радость. Light. Свет. Hearth — это огонь, это печь или камин. Gratitude — быть благодарным. Gathering — собраться вместе. 25 карт. Вот у нас с вами 25 карт. Очень красиво. Можно поставить на паузу, посмотреть. Потрясающе совершенно. Ощущения имеют эти карты. Вот такое праздничное самоощущение возникает. 25, 6, 7, 8, 9, 30, да? 30. Вот Crown — это мудрая женщина. Offering — подношение. Tranquility — это когда очень спокойно. Forest — это лес, да, и Frost — это иней. Иней. Очень красивые карты, да? У меня, знаете, в некоторых картах Таро есть рождественские карты. Но так, чтобы вся колода была рождественская, вау! Новогодняя, можно сказать, по-нашему, да? 30 карт so far. Угу. Забираю. Теперь вы будете знать, когда я буду делать расклады, вы будете знать, в чем там дело, да? 35 здесь будет. 35. Reindeer medicine. Вот это медицина тотемного животного олень. Cold moon. Холодная луна. Chills. Chills — это когда, так знаете, холодно, как пробирает до костей. Chills. Как знобит, вот такое слово, да. Ceremony — церемония. И cardinal medicine. Cardinal — это птица, называется cardinal. Cardinal medicine. Медицина тотемной птицы кардинал. Сколько у нас было? 35, да? Угу, красиво, да? Cold moon, здесь тоже
волк, тотемный волк. Забираем. И вот у нас будет 40. 40. Карт. Итак, telling stories, рассказать историю. Storm, шторм. Star, звезда. Squirrel medicine, это медицина белочки лесной. И contemplation. Contemplate это когда человек медитирует или спокойно сидит и раздумывает. Раздумье можно. Contemplation, раздумье. Это у нас будет сколько с вами? 40. 44 карты. Еще 4. Очень уютные, да? Уютные карты. Знаете, они дают настроение, а значит повышают настроение. А если мы повышаемся настроение без алкоголя, так это же вообще чудо просто на здоровье, да? Самое главное, кстати, потому что алкоголь, он портит здоровье. Ну вот, мы видим с вами последние 4 в этой колоде. Ringing the bell, ну, когда мы звук, ringing, это звоночек такой, да, звук колокольчика. Dove medicine, dove это у нас, как сказать, голубь, медицина голубя, тотемной птицы. Darkest hour, темное время суток. И темное время года тоже, да, перед зимним солнцестоянием у нас самое темное время. Falling in love. Вот это называется влюбиться в кого-то. Замечательная колода. Я в восторге от нее, конечно, полностью. И это оракул. Каждая карта, она как послание. И живое чтение послания. Каждый раз, когда вы слышите, я что-то вам говорю, я читаю карту, вы пребываете в определенном состоянии, и вот это синастрия, это слияние вашего состояния с тем, что я говорю, всегда по-разному будете понимать мои чтения, всегда. И всегда что-то важное для себя возьмете, и другое, всегда что-то новое. Ну, потрясающе совершенно. Вот я в восторге, но будете ли вы в восторге, я не знаю. Поэтому я жду ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, что вы думаете об этом. И будем раскладывать эти карты. С удовольствием буду для вас работать на них. Видите, эта коробочка такая замечательная. Будем видеться. До скорого свидания, дорогие мои. Пока-пока.